Что делает старость счастливой? Это не деньги и уж точно не горы таблеток. Это возможность ходить без боли, без трости, без посторонней помощи. По некоторым данным, к 70 годам каждый третий человек теряет подвижность. А ведь все начинается с ног, с мелочей, которые мы часто игнорируем. Боли в коленях, стопах, судороги по ночам и отеки. Здоровые ноги – это не про эстетику, это про свободу, про возможность выйти на улицу, сходить в магазин, поехать к детям без посторонней помощи. Один из самых больших страхов любого родителя – это в старости стать обузой для своих детей. Меня зовут Джимба Данзанов, я доктор тибетской медицины, и в этом ролике разберу, какие 7 критериев говорят о том, что все хорошо у вас с ногами, и расскажу, как этого добиться. Этот ролик актуален даже если вам 80, даже если вам 70, и даже если вам 50, 40, 30. Главное не возраст, а привычки, которые формируете сегодня. Потому что здоровая старость – это не случайность, это результат. Это результат ваших усилий и осознанности. Потеря способности ходить и обслуживать себя – это один из самых болезненных этапов процесса старения, который вы можете избежать. Первый критерий – это сила и выносливость ног. А вы знали, что более 50% всех мышц нашего тела сосредоточены в ногах? И самые крупные мышцы в человеческом теле, они находятся в ногах. Это ягодичные мышцы, это четырехглавые мышцы, это самые крупные, самые сильные мышцы и постоянно работающие мышцы. Потому что любой человек, каким бы заболеванием ни болел, всегда ходит, всегда двигается и ходит на ногах. И мышцы ног в основном работают. Когда мы теряем силу и выносливость мышц именно в ногах, мы теряем более 50% своих мышц. А еще мышцы – это структуры, которые сжигают калории. Чем меньше мышц у человека, тем меньше калорий может сжечь. Соответственно, если у нас более 50% мышц сосредоточены в ногах, то от силы и выносливости этих мышц зависит вообще наше здоровье в целом, способность сжигать калории, обменные процессы и так далее. Это не только возможность двигаться, ходить и так далее. Многие удивятся, конечно, этому факту, но вы понимаете, что атрофия мышц ног приводит к повышению уровня инсулина, повышению уровня плохого холестерина, будут нарастать концентрации провоспалительных изменений, будут падать гормоны роста, будут падать тестостерон, эстрадиол. И это усугубляет без того имеющиеся изменения в старости, как саркопения. И еще один важный момент – это способность мышц влиять на максимальное потребление кислорода. Это мы обязательно должны сказать, потому что, как я уже сказал, в ногах у нас сосредоточены более 50% всех наших мышц. Максимальное потребление кислорода – это то количество кислорода, который человек может потребить при максимальном физическом усилии. А про важность кислорода в нашем организме, в нашей продолжительности жизни вы можете посмотреть в этом ролике. И есть прямая зависимость. Чем выше максимальное потребление кислорода, тем продолжительнее жизнь. Предлагаю вам 2 теста, чтобы проверить, насколько активны мышцы ваших ног. Первый тест – это подняться на 3-й этаж без остановки. Второй тест – это пройти 10 метров в одну сторону, развернуться и вернуться в исходное положение за 10 секунд. Второй критерий – это стабильность и равновесие. Любой человек, здоровый, в любом возрасте, должен уметь поддерживать равновесие. Это важно именно в контексте проверки мышц-стабилизаторов, которых очень много в ногах. Если у нас мышцы ног атрофированы, то стабилизаторы точно не будут работать. Если вы не можете стоять, не держите равновесие, то значит у вас плохо с мышцами ногами, с мышцами ног. Бывает, что у людей плохо работает вестибулярный аппарат. Тогда, конечно, даже если у нас ноги, мышцы ног сильные, мы не можем удерживать равновесие. Но бывает обратная взаимосвязь. Когда у нас ослабевают мышцы ног, из-за этого мы не встаем, не ходим, не делаем сложные движения. Из-за этого у нас атрофируются органы, отвечающие за равновесие и баланс. Здесь предлагаю еще один тест.
Встаньте ровно, босиком, поднимите одну ногу и засеките время. Вы должны удержаться на одной ноге, удержать равновесие. Если вам 50 и более лет, 10 секунд – это нормально. Но меньше 5 секунд – это уже тревожный звоночек. Третий критерий – это подвижность суставов. А вы знали, что здоровье суставов зависит от здоровья мышц? Чем здоровее, выносливее, сильнее мышцы, тем лучше будет чувствовать суставы до преклонного возраста. А если у вас мышцы атрофированные, слабые, то вы будете ходить не на мышцах, не на связках, а на своих суставах. И тем самым суставы быстрее стираются, воспалительные процессы происходят активнее, и процессы деструктивные, разрушения суставов, они начинают опережать процессы достраивания. В суставе всегда происходит и анаболический, и катаболический процесс. Но если они равны, то все хорошо, сустав как-то функционирует. А если вот деструктивные, разрушительные процессы ускоряются, то сустав через какое-то время полностью может разрушиться. Через мышцы здоровые происходит питание связок. Через связки поддерживают суставные капсулы. И когда мы идем, когда у нас активные, сильные, выносливые мышцы, мы идем на мышцах. И таким образом за счет сильных мышц мы продлеваем жизнь своим суставам. Если вы просыпаетесь с утра и чувствуете крепатуру в суставах, сложно двигаться, все как будто сковано, и вам нужно расходиться 15-20 минут, или вы когда просто смотрите фильм или просто сидите, после этого встаете, и у вас хрустит и все болит в суставах, то это плохой признак, потому что в суставах у вас плохо работает, плохо выполняет свои функции синовиальная жидкость. Я говорил в своем ролике про сустав, как сустав работает. Когда мы ходим, синовиальная жидкость выходит из суставного хряща и создает амортизирующий такой проклад. Когда мы сидим, отдыхаем, синовиальная жидкость входит в суставной хрящ и питает этот хрящ. А когда его становится мало или теряет свои свойства, то мы ходим на суставных хрящах. А еще, если у нас еще и мышцы слабые, то вообще все разрушается очень быстро. Для того, чтобы сохранить свои суставы и вернуть силу и выносливость мышц, делайте упражнения. Суставную гимнастику у меня есть в этом ролике. Упражнения для укрепления силы и выносливости мышц тоже нужно делать. И нужно делать ежедневно. Потому что есть правило, чем слабее мышцы, тем чаще нужно делать упражнения. А чем сильнее мышцы, если у вас сильные мышцы, то вы можете ограничиться 3 тренировками в неделю. Четвертый критерий – это здоровые сосуды. Помимо суставов, связок, мышц, конечно, важны сосуды. Здоровые сосуды приносят много строительного материала, и все ткани лучше питаются и лучше восстанавливаются. Венозные сосуды, которые дренируют все это отработанное как материалы, тоже должны хорошо работать, быстро выводить, уводить и выводить из организма. Если будут нездоровые сосуды, то не может быть здоровых мышц, связок и суставов. Почему чаще всего страдают сосуды на ногах? Например, варикозное расширение вен, сосудов и так далее. Да потому что человек в течение дня 16 часов находится в вертикальном положении. Либо он сидит, либо он стоит и так далее, либо ходит. По законам физики жидкости все устремляются вниз. И нагрузки на сосуды нижней конечности оказывают огромные. И постепенно, тем более если человек мало двигается, конечно, сосуды начинают портиться. И здоровье сосудов зависит от двигательной активности. Если у нас мышцы на ногах сильные, выносливые, то, скорее всего, и сосуды будут хорошими. Но все, конечно, зависит от наследственных предрасположенностей. Что касается сосудов, тут наследственность имеет значение. И я знаю, что многие спросят, а что делать с отеками на ногах? Но если у вас есть отеки, то это усугубляющий фактор, который дает повышенную нагрузку на все сосуды нижней конечности. Поэтому, если есть отеки, нужно бороться с отеками, убирать отеки, пить больше воды, много двигаться, улучшать здоровье сосудов. Если у вас излишний вес, то убирать лишний вес,
А вот если у вас уже есть варикозное расширение вен, то тут никакие мои советы вам не помогут. Тут нужно идти к врачу, смотреть, делать доплерографию, смотреть все эти сосуды и решать проблему уже так, как скажет врач. Пятый критерий – это неврологическое здоровье. Наверное, все из вас бывали когда-нибудь у невролога на приеме, и он вам бьет по точке на коленях, как раз по ногам, чтобы проверить реакцию, да, неврологическую. Также все у нас в организме взаимосвязано. Не думайте, а при чем тут ноги и неврологическое здоровье? Голова управляет ногами, и, как я уже сказал, ноги тоже могут управлять головой. Если ноги у нас немощные, мы не можем ходить, ноги дают сигнал. Все, мы не будем двигаться, будем сидеть. А голова к этому подстраивается, и у человека теряет человек цель, одиночество возникает, и все это, конечно, быстро его разрушает. Вернемся к неврологическому здоровью. Должна быть сохранена вся чувствительность стоп, кожи, ногтей на ногах и так далее. Если где-то нет чувствительности, это уже звоночек к тому, что нужно обратиться к врачу, нужно понять, что происходит. И очень много проблем в пояснично-крестцовой зоне, которые есть у многих людей, грыжа L5-S1 и так далее, они дают чувство онемения или покалывания в ногах. Это очень плохо. За всеми этими процессами нужно следить, отслеживать и вовремя обращаться к врачу. Шестой критерий – это состояние стопы. А вы знаете, какую функцию выполняют стопы? Амортизирующую функцию. То есть сильные стопы, сильная подошвенная фасция, связка, сильные мышцы, камбаловидные, икроножные мышцы, они дают повышенную амортизирующую функцию. Слабые мышцы, слабые связки, они не выполняют свою функцию, значит, компрессионная нагрузка идет на все суставы. Коленный, тазобедренный, и от этого суставы разрушаются. Поэтому мы должны иметь сильный голеностоп, сильные стопы. Для этого нужно заниматься упражнениями. Еще очень важно, нужно разгружать подошвенную фасцию. Для этого вы можете использовать валик диаметром 5-10 сантиметров и катать стопы на этом валике. Можете сидя или можете стоя всем весом это делать. Это уже как вы можете. Если болит, то сидя, постепенно нагружать. И еще одно упражнение для укрепления стоп. Зажмите теннисный мяч для большого тенниса между пятками и делайте поднимание на мысочки. Это тоже очень хорошо укрепляет силу стоп и голеностопа, мышц голеностопа. И, конечно же, очень важно удобная обувь. Не только тогда, когда мы ходим по улице, а когда мы дома сидим и по дому ходим. Как вот мы детям маленьким покупаем ортопедическую обувь, сандали, чтобы они в садике ходили, да, по дому ходили. Также люди после 55-60 лет должны носить дома ортопедические тапочки, чтобы сохранить анатомические форму стоп своих, чтобы не было проблем с ногами. Конечно, надеяться на удобную обувь нельзя. Удобная обувь плюс тренировки мышц ног, связок – вот ключ к успеху. Седьмой критерий – способность к самоуходу. Вы все должны знать, что после 35 лет нас снимают с природной гарантии. То есть все, организм не может сам себе так помогать, как помогал до 35 лет. Поэтому мы должны после 35 лет взять ответственность за свое здоровье, тем более за то, как мы будем себя чувствовать и какая у нас будет старость в свои руки. И если вы обнаруживаете в каком-то возрасте 40, 50, 60, даже в 70, что вам сложно надеть обувь, встать быстро со стула или сходить в магазин, то вы должны незамедлительно начать беспокоиться и думать об этом, и решать эту проблему. Иначе вот игнорирование таких мелких проблем приводит к усугублению всех проблем. И усугубление проблем идет с контекста, то есть с возраста. Мы старше становимся, проблем еще больше становится. И в какой-то момент решений и пути решения этих проблем уже не остается или становится очень
мало, или радикальные пути только остаются. Поэтому не доводите до такого состояния, заботьтесь о себе, любите себя. Всем здоровья!